Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Сашонка Влог. Вы не подумайте, я не сошла с ума. И такая дискотека у меня по случаю того, что у меня праздник. Сегодня 2 года, как я живу в Сингапуре, поэтому поздравьте меня. Я решила отпраздновать этот факт вместе с вами, с моими дорогими подписчиками. Ну и, собственно, порефлексировать на тему того, как вообще меня изменил Сингапур, что в моей жизни изменилось. Может быть, я какие-то привычки приобрела новые, может быть, я какие-то утратила. В общем, я решила поразмышлять, подумать на эту тему, ну и, собственно, записать соответствующее видео, поэтому поехали. Естественно, одно из главных изменений, которое произошло в моей жизни с переездом в Сингапур, это тот факт, что я завела этот YouTube-канал, с помощью которого я общаюсь вместе с вами. Я откладывала это мероприятие в долгий ящик на протяжении целых 1,5 лет, можно сказать, потому что я вообще человек стеснительный, это раз. А во-вторых, я не была уверена в том, получится у меня или нет, потому что я позволю себя назвать перфекционистом. Если я за что-то берусь, то я стараюсь это сделать максимально хорошо. Так вот, в плане монтирования и создания видео я не была в этом уверена, поэтому я как-то все откладывала, стеснялась, боялась. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают, поэтому в феврале я выложила свое первое видео на канале. По ссылочке вот здесь вот можете его посмотреть. Это, собственно, обзор на один из моих самых любимых магазинов здешних. Ну, он японский, это магазин Муджи, поэтому обязательно посмотрите. Это мое первое видео. Ну и, собственно, если вы новенький на моем канале, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. У нас демократия на моем канале, делайте, что хотите. Ну и, собственно, спасибо, что смотрите. Продолжайте в том же духе. Итак, раз уж мы заговорили о хобби, то с переездом в Сингапур у меня появилось еще одно, и это теннис. Кто бы мог подумать, что я, в общем-то, в свои 29 лет снова вернусь в большой спорт. И это стало возможным благодаря тому, что в Кондо, в каждом Кондо и в нашем в частности есть теннисный корт. Собственно, мы через наше приложение можем забронировать себе временное окошечко, можем поиграть. Вот, собственно, мы стараемся играть как минимум пару раз в неделю. Я не скажу, что у нас хорошо получается, ну, на мой взгляд, но мы регулярно смотрим матчи разных именитых спортсменов, теннисистов на ютубе. В общем, в принципе, чем больше практики, тем, наверное, лучше должно получаться в конце концов. Так что вот, у меня появилось новое хобби. Я этому несказанно рада, потому что, честно говоря, признаться, в детстве я тайно очень хотела играть в теннис. Но какое-то существовало такое поверье, что теннис это дорого, и, в общем, не каждый родитель может позволить себе отвести ребенка в эту теннисную секцию. Поэтому я грустила и тайно надеялась, что, может быть, когда-нибудь мне удастся поиграть. Ну и, собственно, мечты сбываются, поэтому я желаю этого и вам. С тех пор, как я переехала в Сингапур, я перестала ходить по продуктовым магазинам и стала заказывать продукты онлайн. Потому что зачем ходить в магазин, когда можно туда не ходить? Дело в том, что в Сингапуре есть несколько продуктовых сетей. Собственно, в каждой из них действует бесплатная доставка где-то там от $60, где-то чуть дороже, в зависимости от магазина. В общем, класс. Никуда ходить не нужно, просто зашел в мобильное приложение, заказал продукты по списочку, который у тебя есть, ничего не забыл. В отличие от похода в магазин, когда глаза разбегаются, куча полок, вообще сложно сориентироваться на местности. Все, нажал пару кнопочек, тебе собрали заказ, упаковали, привезли домой, выгрузили на порог. Все, ничего не нужно больше делать, время сэкономленное. В общем, класс. Всем рекомендую. Если в вашем городе есть доставка продуктов, то обязательно ей пользуйтесь. Ну и плюс, собственно, как на себе тащить потом эти продукты, если ты пошел в магазин. У нас здесь нет своего личного автомобиля. Ну и, собственно, приходится вызывать такси или ехать на общественном транспорте. В общем, очень много телодвижений лишних, когда можно просто, не выходя из дома, заказать себе продукты. Класс! Раз уж мы заговорили про продукты, про магазины, то еще одна интересная привычка у меня появилась. Я постоянно теперь смотрю составы продуктов. Потому что началось это все достаточно тривиально. В Азии очень много разной экзотики продается, и вообще очень сложно иной раз понять, что это такое вообще продается в магазинах, потому что иной раз даже нету вообще какой-то английской этикетки, то есть на английском языке, я имею в виду обычно все на иероглифах, и, соответственно, ты вообще не можешь понять, что это такое. Ты ищешь кукурузу, это она или не она, нужна она тебе вообще, это то, что ты ищешь или нет. Соответственно, я решила, что неплохо было бы посмотреть ингредиенты и, собственно, таким образом как-то сориентироваться. Ну и постепенно эта привычка у меня трансформировалась в то, что я вообще стала обращать внимание, что, оказывается, столько много всего вредного добавляют в продукты, которые мы едим.
всякие красители, какие-то активные добавки, которые, мягко говоря, ничего хорошего здоровью не делают. Вот. И, соответственно, я просто трансформировала эту привычку в нечто полезное для себя. Теперь я руководствуюсь составом продуктов, понимаю, что вот это я точно не беру, потому что там какие-то гадости, добавки какие-то, в общем, которые мне не нужны. А здесь вот более-менее состав хороший, можно брать. Вот, соответственно, я, конечно, не скажу, что я там супер здоровый образ жизни, такая вот вся правильная, вообще молодец, но, тем не менее, один шаг уже в эту сторону у меня есть. Поэтому я стала как-то более внимательно относиться к тому, что я ем, как следствие, к себе. Вот, поэтому нет худа без добра. Вот таким образом у меня появилась полезная привычка. О полезных привычках продолжим свой разговор, дамы и господа. Мне потребовалось практически 27 лет, чтобы понять, что, оказывается, нужно мазаться солнцезащитным кремом. Особенно лицо, в первую очередь лицо, потому что я никогда этого не делала раньше. Ну, собственно, в свое оправдание могу сказать, что в России практически 365 дней в году хмурое небо, и если какой-то несчастный лучик солнца упадет на твое лицо, то, наверное, ничего плохого не сделает. Но в Сингапуре мы все-таки на экваторе находимся, здесь прямые, яркие, очень вредные солнечные лучи, поэтому очень важно мазаться солнцезащитным кремом, прям вообще обязательно это делаете. Я так посмотрела просто на окружающих, что вот азиаты, например, они вообще никогда не загорают, они максимально прячутся всегда, особенно вот в эти дневные часы, там с часу до 5. У нас в кондо есть бассейн, и, собственно, я смотрю, что они всегда одевают своих детей просто вот так вот плотно упаковывают в какие-то закрытые купальные костюмы, чтобы, не дай бог, никакой солнечный луч на них не упал, потому что солнце это вредно. Друзья, я это выяснила. Несмотря на то, что в России у нас какой-то, не знаю, как сейчас, но всегда был культ загара. Все ближе к лету начинают ходить в солярии. И солярий-то это вообще супер вредно. То есть, ладно, еще солнце, но солярий я не знаю. В общем, я никогда туда не ходила на самом деле. Всегда была бледная, всегда ходила с бледными, практически сметанного цвета ногами и лицом летом. Но вот сюда переехала, поняла, что солнце это вредно. Нужно обязательно мазаться солнцезащитным кремом. Так что послушайте тетю Сашу, друзья. Вот, я вам плохого не посоветую. Только переехав в Сингапур, я осознала, оказывается, что все-таки очень важно пить много воды. Хотя, казалось бы, каждый, мне кажется, вообще знает, и все трубят всегда об этом, что по 2-3 литра воды каждому человеку в день нужно пить. Но я всегда очень серьезно к этому относилась, никогда я это священное правило не выполняла, пока не переехала в Азию, потому что здесь, извините меня, плюс 33, плюс там 36 ощущается как 38. Короче говоря, очень жарко, поэтому невозможно вообще выйти на улицу, если ты не взял с собой воды. Поэтому я подготовилась. Я купила себе бутылочку специальную на 1,5 аж литра воды. Вот, поэтому, когда я куда-то иду, особенно если это прогулки какие-то на свежем воздухе, просто я всегда беру с собой воду, потому что по-другому в Азии просто не выжить. И я много раз была, на самом деле, близка просто к тепловому удару, и я думала, что все, видимо, мне пришел конец. Мне было очень плохо много раз, и поэтому я поняла, что надо все-таки пить много воды, потому что в Азии по-другому вообще нельзя. Давайте немножечко о сознательности поговорим в этот раз. Дело в том, что с тех пор, как я переехала в Сингапур, я поняла, что, оказывается, вопрос с загрязнением окружающей среды, с переработкой отходов и всем прочим стоит вообще очень сейчас серьезно. Хотя в России никто об этом не думает на самом деле. Ну, в общей массе людей, я имею в виду. Наверное, есть там активисты, какие-то организации, но в принципе. Здесь же в Сингапуре политика государства немножко другая. Ну и люди, наверное, более сознательны в этом плане. И я стала осознавать, что я даже вот своей какой-то маленькой жизнью, вот этой вот, да, в общемировом масштабе, я вношу такой вообще вклад грандиозный в загрязнение окружающей среды, потому что я покупаю банку шампуня, например, она в пластиковой банке, и что? Я шампунь использую, потом я выкидываю эту банку, и куда она девается потом? То есть она ложится в землю куда-то, и она будет лежать всю оставшуюся жизнь, она никогда в жизни не разложится. И я это сделала, понимаете, и каждый, кто возьмет этот шампунь и выкинет, и сделает то же самое, так как будут жить наши внуки и дети, в конце концов, после нас. Вот, поэтому вот когда ты живешь в этом обществе, где люди более как-то так сознательно к этому относятся, то и ты тоже к этому приобщаешься, начинаешь тоже об этом думать. Хотя в Сингапуре, я должна сказать, никто мусор не сортирует, например. Что удивительно, я очень, кстати, была шокирована, когда сюда приехала, потому что в каждом доме, в каждом подъезде есть мусоропровод.
старый добрый мусоропровод, как в Советском Союзе. И, соответственно, просто люди выбрасывают мусор, никто ничего не сортирует, но каждый отдельный человек ничего не сортирует, а потом это все там поступает куда-то там, по сути дела, наверное, и это все потом уже централизованно как-то сортируется, но каждый человек этим не занимает. Это первое. И еще здесь очень много полиэтиленовых пакетов всегда и везде. Если ты идешь в супермаркет, то тебе просто 100-500 этих пакетов дадут, каждую штучку отдельно там для верности еще упакуют в 2 пакета, и вот ты приходишь домой, у тебя их 100-500, и что тебе делать в конечном итоге? Но я решила как-то немножечко от этого отказываться, поэтому хожу со своими сумками, там, с бумажными, с тканевыми сумками, если я куда-то хожу. В общем, пытаюсь какой-то свой такой вот минимальный вклад внести в этот вопрос. Перестать быть вредной этой планете, по крайней мере. Добавим немножечко меланхоличные нотки под конец. Грустненькое такое изменение, можно сказать, во мне произошло. Дело в том, что я перестала вообще следить за тем, что сейчас носят, что модно, как стильно одеваться с тех пор, как переехала в Сингапур, потому что здесь жарко, да, и в принципе, что вообще можно на себя надеть в условиях жары. Я никогда особо не любила лето, потому что я не люблю как-то оголяться, раздеваться. Ну и, в принципе, не так много вариантов. Что там, футболки, шорты, юбки, что вообще особо никаких вариантов нет. Я всегда любила как-то так, я не знаю, тренчик какой-нибудь накинуть, такую многослойность, чтобы выглядеть как-то стильно. Хотя я не скажу, что я прям, естественно, вообще супер там как-то модно, стильно одевалась, но тем не менее для меня всегда это было важно. Я как-то старалась следить за тем, чтобы как минимум мне нравилось, как я выгляжу. Вот. А в Сингапуре, да, я как-то вообще отошла от дел, перестала вообще я стильно одеваться, интересоваться этим вопросом, потому что, в принципе, здесь народ как-то не очень сильно зациклен на внешнем виде. Я бы не сказала, что как-то много я людей видела за все время. Мне кажется, можно по пальцам одной руки пересчитать каких-то действительно интересно одетых людей, которые я видела здесь, потому что все в основном также носят шлепки, шорты, футболки, все. Я бы назвала это, знаете, таким синдромом Стива Джобса, потому что люди вроде как неплохо зарабатывают, то есть могут себе позволить как-то хорошо одеться, но при этом они как-то не демонстрируют свое благосостояние и одеваются так достаточно скромненько. Никто не наряжается, я, собственно, тоже, поэтому от этого немножечко грустненько. Иногда хочется так это принарядиться, куда-то пойти. Но да, вот, собственно, я не помню, когда я последний раз это делала. И вообще, в принципе, какая разница, что ты на себя надел, если к концу дня у тебя будет вот такое вот потное пятно на спине, и будешь ты выглядеть все равно не очень. Потому что жарко, ну и, собственно, как-то демотивирует это, видимо, одеваться, не знаю. Ну, в общем, да, в принципе, как-то сложно себе представить, как можно стильно одеться в условиях 30-градусной жары, поэтому грустненько это все, но не будем на этом останавливаться, на грустной ноте. Поговорим о чем-нибудь веселом чуть дальше. Многие из вас, я думаю, видели на просторах интернета когда-то это видео и эту легендарную просто женщину Зою Виксельштейн. Модно в этом сезоне, на ваш взгляд и на взгляд Саймон Чена? Mango colors. Шелк очень модно пиджаки с какими-то details, брюки модно, capri pants модно. И это все он дизайн. Джинсы он очень красивые делает. Можно одеть capri джинсы, красивую блузку под низ и накинуть джакет. И можно так на работу тоже выйти. И можно так пойти и погулять потом. Так что он universal и модно все. Все красивое и fit его amazing. Amazing на всех. Я не могу просто, она очень крутая тетка, очень классная. И все это весело, конечно, пока ты не осознаешь, что ты тоже Зоя Виксельштейн. В какой-то момент я тоже поняла, что я настолько часто использую английские слова и выражения в своей речи, причем делаю это довольно неосознанно, просто потому что, ну, по крайней мере, я пытаюсь найти для себя какое-то оправдание. И я живу все-таки в Сингапуре. Английский здесь, он один из государственных языков, поэтому я, если читаю какие-то новости, разговариваю с людьми или слышу, как люди между собой разговаривают, все это происходит на английском языке, естественно. И, соответственно, живя в этом environment, живя в этой среде, да, то ты понимаешь, что тебе нет необходимости каждое вот это вот слово английское переводить на русский язык, искать какие-то эквиваленты русскоязычные. Ты просто осознаешь это, понимаешь то, что ты читаешь, видишь, и все. И на этом все. Соответственно, очень плотно какие-то слова и выражения вошли в мою речь. И я вообще на самом деле не знаю, как живут семьи мультинациональные, в
которых они говорят на разных языках, потому что, мне кажется, очень быстро можно потерять вообще уровень владения языком, даже если это твой родной язык. Я в своей семье все-таки говорю на русском языке, но тем не менее, даже прожив здесь 2 года, я осознаю, что я с трудом иногда могу быстро перевести что-то и как-то найти в своей голове русский эквивалент к какому-то английскому выражению. Наверное, потому что английский еще более-менее такой емкий. Например, вот буквально из жизни приведу пример. У нас в очередной раз в Сингапуре ввели некоторые ограничения в связи с распространением коронавируса, и у нас отменили возможность есть в ресторанах. То есть они работают, но только на доставку и на вынос. Собственно, дайн-ин, как это называется, его отменили. Поэтому мы всегда просто вот между собой говорим, типа, у нас отменили дайн-ин. Хотя по-русски это звучит как что? То есть это возможность есть в кафе, внутри кафе, да, но дайн-ин гораздо короче, так ведь? Вот, поэтому это очень удобно, на самом деле, просто английский гораздо более емкий, но тем не менее, да, очень быстро забываются какие-то русские слова и очень плотно входят в жизнь английские слова, поэтому я Зоя Виксельштейн немножечко, вот, если вы как-то услышите, как я разговариваю, вы меня, пожалуйста, строго не судите, я делаю это не специально, просто так получилось. Ну, собственно, на этом у меня все. Это было видео о том, как меня изменил Сингапур за эти 2 года жизни здесь. Что-то изменилось к лучшему, что-то, может быть, к худшему. Но, вы знаете, я пытаюсь философски относиться к жизни, поэтому у меня тут есть бокальчик, который я хочу поднять за эти 2 года, которые я провела в Сингапуре, за, собственно, изменения, потому что жизнь, она меняется, она не стоит на месте. Поэтому cheers!